Для того, чтобы сплести клювик у пингвинчика, он будет состоять из двух одинаковых частей. Такой вот клювик. Я вырезала шаблон, буду крепить его на пеноплекс. Вот чуть-чуть разные плетения клювика и лапок. В этом видео я хотела бы разобраться вот с плетением клюва, лапок и крылышек. Клювик идет утолщение у него такой вот здесь, из-за того, что добавлено вот несколько стоек, поэтому такое утолщение. Конечно, беру трубочку, которая посередине будет у меня, и делаю гапельку. Вот просовываю так вот, просто чтобы трубочки там, чтобы проще было. Вот, добавила, на трубочку повесила. Когда перевернула, вот здесь вот это начало клюва будет. Трубочку, которую буду оплетать, беру и добавляю тоже вот сюда, пока сильно не затянула. И вывожу трубочку вперед под двумя, их закрепляю. Здесь уже делаю оборот. Так, еще раз, две вместе. Здесь опять оборот. Теперь прикрепляю к своему шаблону. До разведения прикрепляю к шаблону. Беру шпажки. Разводить буду при помощи шпажек. И начинаю плести ситец. Потихонечку буду разводить. И после каждого витка делать обороты обязательно. Потому что нужно, чтобы плетение догнало вот здесь вот по ровной шло. И вот здесь вот даже чуть-чуть форму головы выпукло приобрело. А шпажки нам дадут развести ровно. Чуть-чуть проплела. Теперь я сгинаю вот эти вот трубочки пополам, пока далеко не ушли. И эту также.
Здесь вот стараюсь, чтобы ложилась трубочка по шаблону. И вот так и поворачиваю. Так, добавляю еще шпажки, потому что на их место я потом добавлю трубочки. А сейчас, чтобы легче было плести, буду плести со шпажками. Нет. Так, перед последним плетением последнего ряда снимаю свой клювик. С формы вынимаю шпажки, трубочку сгибаю пополам, так, на 3 части, вот эту вот трубочку вот так по косой срежу на место шпажек, добавлю. Так, и сюда. Так, трубочку на 3 части. Так, придаю объем клювику, собираю шпажки, собираю трубочки. То есть вот он стал объемный, приобрел объем вот так вот. И перед плетением последнего ряда, чтобы спрятать все трубочки, вот я их срежу. Срезала. И перед плетением последнего ряда вот добавляю еще одну трубочку. Также оборачиваю, чтобы ее зафиксировать. Вот прячу. И плету веревочку вот 2 трубочки. И трубочки в виток вот убираю. И эту. Так, стараюсь. Ну и здесь тоже закрепляю веревочку. Они, чтобы сверху не видны были, а то при креплении вот чуть-чуть видно, если ситцем оставить так, срез будет виден. Ну и веревочку вот здесь вот подклею и выведу все трубочки, чтобы они внутрь вышли. Лапку я тоже делаю по шаблону. Вот у меня одна уже я сделала лапку, проклеила ее. Вот пока она сохнет, сейчас плету вторую лапку. Тоже по шаблону, только начало немного другое. Я беру 3 трубочки. Вот одну, еще одну и еще одну. И получается эти 2 я соединяю.
И этой начинаю обмотку делать. Сразу 2 трубочек. Так, 3 хватит на мою ножку. Потом начинаю. То есть здесь-то у нас 2 заложено внутри, еще одна пошла. И я этой начинаю плести. Делаю оборот. Начинаю плести ситец. И тут тоже делаю оборот. И когда я уже начала, выравниваю и прикрепляю к шаблону. Плетение маленькое. И пальцами все время контролирую, чтобы она ложилась, обмотка, по заданной линии. Эти подтягиваю, чтобы они ровненькие были. И здесь эту трубочку, которая доплелась, закончилась, вот я здесь вот ее спрячу, закреплю сейчас тоже клеем ПВА. И здесь я придумала чуть-чуть по-другому лапки, потому что маленькие, чтобы вот не плести, лапки маленькие. И можно вот просто чуть-чуть подлиннее срезать, вот, чтобы они не совсем короткие были. И они в плетение туда, в плетение войдут. Тихо, 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 постой. Они в плетение туда просунутся, и кончики не будет видно. То есть надо вот так вот оставить, потому что здесь не собрано из нескольких, а всего по одной. Поэтому вот я подлиннее их оставляю, чтобы в плетение просунуть. А эти оставляю, ими я буду закреплять в плетении. Восемь трубочек, получается, беру.
чтобы было 4 трубочки. Да. Укладываю, как она. Одну закрепили. До второй еще одну. То есть получается у меня 4 оборота вышло. Вот с одной стороны и с другой стороны также перекрыла, ну как вот цветочек повесила, и обмотку сделать надо. Столько же витков, 3 витка и 3 витка. Все, теперь я их подвину, чтобы они у меня рядышком были. Вот в таком положении. То есть вот у меня вышло начало. Одну я трубочку, которая вот у меня сверху, ну любую тут, по-моему, без разницы какую, а я оставляю на стойку, а это начинаю оплетать. Все, укладываю. Сейчас закреплю. И здесь из-под нее, даже сначала на ней, нет, из-под нее. Вот. И пошла у меня трубочка работать. Сначала эти она оплетет. Надо, чтобы она закрыла вот эту пустоту. Пусть она 3 оплетет, а потом обмотка будет. Бог с ним. Давайте посмотрим, что будет. То есть вот эту центральную и эту. Все. И пошла уже с обмоткой сюда. И эту обернули назад. Было брать 3. Вот так у меня получилось. То есть здесь у меня вот она уходит как на ситец сюда, делает обмотку и возвращается назад. Вот все. Здесь выходит сверху, поэтому раз ситец, вот он вышел сверху, здесь я и обмотку буду сверху делать. Ну, принцип плетения понятен. Теперь надо будет плести до конца.